Привет, мои маленькие зрители, с вами Леонид, вы на канале Ставка на Аргентину. Сегодня мы обозреваем очередные аргентинские новости, которые произошли за ближайшее время. Выбираю самое интересное, что мне приглянулось и прям за душу меня дернуло. Погнали. Новость номер один. Меркадо Либре повышает комиссию в Санта-Фе, Кордобе и Хухуй из-за высоких местных налогов. Что не понять, конечно, нашей русской душе, потому что у нас как бы что ты в Хабаровск отправляешь товар, что в Москву, стоимость товара, налоговая ставка всегда одинакова. Логистика, да, но это другая история. Здесь же в Аргентине, у них еще, как, наверное, штаты США, какие-то свои налоги на все. Для меня это пока, диковато немного, я не очень понимаю. Но из этой новости они еще, кстати, говорят, написано в новости, что где-то еще и понизят, во что я не верю. Если понизят, там будет типа 0,5%, это не солидно. Короче, я считаю, что Меркадо и так настолько оборзел, он монополист рынка. Они берут комиссию там чуть ли не 40-50% с продавцов. И еще вот сейчас будут повышать там на 1-2%, на 5, на 10, я не знаю насколько. Звучит это дико, могли бы просто ничего не делать. Или как раньше у них было уровнено, вот так и оставить. Где-то теряешь, где-то зарабатываешь больше. Видите, здесь Меркадо может... Кстати, Меркадо это не аргентинская компания, чтобы вы понимали. Насколько я помню, знаю, я точно не могу сказать. По-моему, она чилийская на самом-то деле, потому что я недавно смотрел, что они инвестируют как бы в рынок Аргентины. Короче говоря, эта компания крутит яйца здесь всем, и правительству в том числе. Вот. Монополисты, что поделать, а сдать с конкурентам им, это очень сложно будет, мне кажется. Я не знаю, какая сумма денег должна быть вложена, чтобы хоть как-то попытаться конкурировать с Меркадо. Вот, потому что даже проблема не в том, что здесь, если ты создашь все эти мощности, проблема в том, что народ просто настолько ленивый, что он не будет пересаживаться. Даже иногда кошелек не решает. То есть даже если где-то будет дороже, они такие: ой, есть Меркадо, я привык им пользоваться, я не хочу не пробовать ничего нового. Для аргентинцев это совершенно нормальная история. Поэтому запуск любого нового продукта здесь просто супер боль. Могу это сказать на примере сайта, который нас спонсирует. Она спонсирует сайт imponda.com. Где-то вот здесь он появился. Это Авито копия Авито русского для Аргентины, где можно продать, купить бушные вещи, а также сервисы, кстати, что очень важно, и главное, что бесплатно, типа ты вообще ничего не платишь, никакой комиссии. Зарабатывает сайт только если вы захотите заподнять объявление наверх, то есть, по желанию совершенно. Короче, суть в чем, в этом даже здесь по развитию этого проекта видно, что продавец не платит ничего, люди предлагают свои услуги бесплатно, но им проще выложить на Меркадо и заплатить 40% комиссии, да, или вообще нигде не выложить, чем попробовать, что-то новое. Вот так вот здесь работают люди, это, конечно, печально. En Ponda, donde lo usado encuentra un nuevo dueño. Следующая новость, кстати, касается как раз русских. Сайт обнаружил российских агентов, проводящих кампанию по дезинформации против Аргентины. Я читал эту историю на некоторых форумах также, и в итоге ничего не понятно. Вроде они там кого-то арестовали, а вроде оказалось, что это вообще вроде с виду обычные люди, которые просто выкладывают фоточки в Инстаграм, и история остается очень загадочной. То есть... выглядит так, что она немного надумана, со стороны, потому что там нет никаких доказательств, потому что у ребят реально просто фоточки в Инстаграме, как они там счастливы и путешествуют. Это очень странно. И в итоге никто ничего не понял. Но новость есть, имейте это в виду. Так что, если окажется, что они ловят, под таким предлогом могут ловить всех подряд, так же, как и Россия там с Азербайджаном сейчас обмениваются этой историей, также вы можете быть следующими. Кто знает. Санта-Фе вводит налоги на Netflix, Spotify и Uber с июля 2025 года. Провинция облагает цифровые услуги ставками 3 и 4,5% для адаптации к росту цифровой экономики. Знаете, что вам сказать? Мы и так здесь платим вообще-то за Netflix, Spotify, если ты и так доп. Налог. То есть они и так стоят больше, чем должны, то, что мы платим туда, за границу. И тут еще один цифровой налог. Это, возвращаясь к первой теме, опять налог на налог, опять вот это все. Вот это все нахер надо поотменять и сделать все нормально для одной страны, одни правила. Вот, и... как они будут определять, мне очень интересно, жители провинции Санта-Фе. То есть, если у меня ДНИ привязан к Санта-Фе, то я плачу, да, окей, я выпишусь в соседнюю провинцию, соседний дом на границе, к брату, там, не знаю, к двоюродной тете, и перепишусь туда, чтобы не платить вам этот налог. Давайте так сделаем тогда. То есть, они сами делают какое-то неудобство, для людей, мне кажется. 3,4-5%, конечно, это немного, но сколько стоит Netflix? По-моему, 10 тысяч песо я плачу за какой-то там второй тариф улучшенный. Не самый, драный, а чуть лучше, где качество лучше и так далее.
Ну окей, 3%, там 300 песо. Нет, это немного, технически, да, но для правительства, конечно, там 300 песо, там 500, да, вот они и набирают. Но все равно неприятно. А 300 песо умножить на год, это уже 5000 песо фактически набирает, там 3 600, да, то есть тоже деньги. Все деньги, знаете, там тебя обобрали, тут тебя обобрали, и вот ты бедный аргентинец. Давайте посмотрим, что у нас еще интересно. Кристина Киршнер добилась домашнего ареста и будет жить с электронным браслетом. Это, кстати, мы обсуждали в прошлой новости про эту Кристину Киршнер. В итоге ее все-таки не посадили. Победила бюрократия, коррупция и вся история. То есть, ну, если бы хотя бы они как бы так сделали классную показательную историю, что вот можно посадить кого-то, бывшего президента технически, да, но не добили, короче, эту историю. То есть вот если бы они ее посадили, причем так хорошенько, вот тогда бы это было, ну, большим таким звоночком о либерализации, о свободе слова, я не знаю, о справедливости наказания, вот тогда бы это было бы супер круто. А то, что сделали сейчас, ну, типа, на полшишечки, короче, присунули и все, да. То есть теперь любой коррупционер будет понимать, что я могу украсть, и меня максимум, что посадят там на домашний арест. Ну, крупный, да, то, что у меня есть типа связи, я известная личность и так далее. Вот если вот такой херни бы не было, он знал, что посадят лет так, не знаю, давайте, на 5 хотя бы, он уже задумался бы, наверное, да, где красть, сколько красть и так далее. Вот это тоже... Ну, я пока все еще про нее не так много знаю, я все-таки не такой еще аргентинец, но вот было бы, наверное, приятнее. Еще одна новость. Аргентина повысила лимиты для покупок на доллары из матраса без декларирования. Значит, порог для уведомления о подозрительных сделках повышен с 460 до 750 минимальных доходах, что эквивалентно 660 миллионам песо. Сделки ниже этого уровня не подлежат строгому мониторингу, ускоряет процесс, облегчая операции с недвижимостью. 660 миллионов песо. Ну, очень грубо округляю, очень грубо. Это 500 тысяч долларов. Это очень грубое округление. Мне просто впадло считать. Может, там 550. Ну, это на самом деле очень большая сумма. Насколько я помню, раньше при покупке квартиры больше там типа 160 тысяч, там были супер вопросы, и там уже лучше говорили не брать. Вот, если сейчас это будет так, большие люди, которые приезжают, инвесторы, это, очевидно, не для местных закон, это люди, которые приезжают из-за границы купить недвигу, а недвига здесь стоит ого-го, нормальный дом здесь меньше 100 тысяч купить сложно, минимальный, вот я живу в квартире маленькой, у нас, сколько у нас, 48 типа жилых квадратов, массу-менус, да, может даже чуть меньше, там еще балкон надо посчитать, и это хороший типа район, и здесь типа безопасная, хорошая улица, и это стоит минимум 140 штук, там, ну, нет, можно, может быть, за 130 взять, но не забывайте, еще 10% там налоги, агенты и так далее. Короче, я к чему это? И у нас маленькая комната, у нас вот все забито вещами, я пишу в каком-то уголке, да. А нормальная квартира, будет стоить 200-250 штук, это нормальная. Вот теперь это можно будет покупать людям, которые приезжают и привозят бабки. А есть люди, которые реально могут себе позволить купить, знаете, за 300, за 400, за 500. И такие квартиры здесь есть, их навалом. Здесь откройте сайт там по недвиге и увидите, что таких квартир миллионы, которые стоят дохерища. Они классные, большие, опять же, зависит от района. Но цены пипец, да, и если раньше люди, парились, как это купить, как ввести бабки, как их задекларировать, теперь, видите, этой проблемы нет. И я уверен, что это со временем размотает маховик, когда люди начнут покупать хаты. И опять же, да, кто эти могут быть люди, да, там те же заводы, которые могут открыться, те же иностранные компании, которые сюда придут, какие-то топ-менеджеры, просто купят хаты, если они поймут, что здесь будут жить, да, или им компания купит эти хаты. То есть вариантов миллион, как это может произойти, но это главное, что бабки шли в страну. И это главное, и вот эта вещь очень сильно облегчит жизнь, и я считаю, что это очень правильная мера. Дайте 5 лет, не знаю, стране, 5 лет, не знаю, не контролируйте вы эти бабки, дайте нам, бабкам, прийти, типа со всех сторон, что просто все покупали здесь, не знаю, все открывали бизнесы, там, да, дайте свободы, меньше контроля, уменьшите все вот эти налоги, вот эти импортные пошлины, все поубирайте это к херам, дайте нам все привезти, открыть бизнес, начать продавать, а потом лет через 5 начинайте собирать нормально, классно налоги. То есть потихонечку делайте эту систему сбора налогообложения прозрачной, легкой, удобной, да, и люди сами потихоньку начнут платить, да, а там
ну, как и в России, собственно, делали. Люди должны привыкнуть, потихоньку, потом начинать ужесточать, да, что ты, типа, не платишь, там тебя начнем потрахивать. Не платишь совсем, мы тебя сильно потрахаем. Не платишь вообще ничего, уже сажаем там в тюрьму, например, да. То есть, но нужен кнут и пряник. Вот давайте дадим большой жирный пряник, такой огромный тульский пряник, чуваки его сгрызут, и когда рынок уже, ну, экономика живет, вот тогда вы начинаете собирать потихоньку налоги, и этот пряник отбивать его плетью, короче, потихоньку, пока от него ничего не останется. Но это большой долгий процесс, но с чего-то же надо начинать, и перспективы здесь вообще космические есть на всю эту историю и на сбор налогов. Очевидно, это все можно делать, просто надо немножко, короче, поднажать, как говорится. Вот, я думаю, что на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, пишите комментарии, это поддержит канал. Как видите, он не супер популярный, но, надеюсь, мы когда-нибудь прославимся. И, конечно же, выкладывайте товары на Импонда. Импонда будет счастлива. С вами был Леонид. Чао.